Друзья, приветствую всех на канале Финкель Story. В этом видео я хотел бы с вами поделиться тем, как мы добирались до самого Израиля, какое количество багажа, документов и прочих вещей мы брали с собой, как трудно нам было вылететь с Пулково и как легко мы проходили границу Турции и самого Израиля на паспортном контроле. Всем приятного просмотра, присаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Мы начали собираться ровно за 2 дня до самого вылета. На каждого из нас были по одному большому чемодану и одному маленькому, в сумме 6. Плюс еще с нами летели животные и большая папка с документами, которые мы собирали, наверное, в течение всего полугода до момента вылета. I love you so, hey, that's what you'll say. You'll tell me, baby, baby, please don't go away. But when I play, I never stay. So every girl that I meet, yeah, this is what I say. Run, run away, baby, before I put my spell on you. You better get. Приехали в аэропорт Пулково мы за 2,5 часа до самого вылета и где-то за час до регистрации. Мы думали, что улететь из России не составит никакого большого труда, но оказалось совсем все не так. Перед тем, как лететь, мы несколько раз созванивались со своим оператором нашей компании, которой мы перелетали, она называется Pegasus, и уточняли информацию по поводу багажа, по поводу его размера, максимально допустимого, именно конкретно ручной клади, максимально допустимого веса. В итоге нам сказали, что все параметры, которые мы перечислили, они были верны. Оказалось, все не так. По факту, на стойке регистрации либо нам попалась такая женщина, либо на самом деле по правилам мы что-то не так сделали. Наш чемодан оказался немножко больше за счет того, что он просто сам по себе пластиковый, и будучи даже пустым, он не сильно хорошо бы пролазил внутрь. Нам пришлось перед всей очередью разбирать наши вещи, перекладывать в дополнительную сумку. На секунду мне даже показалось, что наша поездка почему-то отменится. Немножко начали волноваться. Каждый чемодан ручной клади должен был весить не больше 14. Почему-то оператор по телефону нам этого не сказал, но на стойке регистрации женщина как раз-таки затронула эту тему. Мало того, что вы по габаритам должны влезть и еще должны соответствовать нормам весовых характеристик. При сборе чемоданов мы рассчитывали на весь перечень, который мы туда складывали. И не очень-то хотелось, конечно, отправлять это все обратно домой, но ради того, чтобы просто улететь, пришлось это сделать прямо там на стоечке. Главное, что мы все прошли, в итоге мы сели в самолет. Kemerin ucunu çekerek belinize göre будет один Даня в кадре. И где?
Время в полете в общей сложности составило около 18 часов. Летели мы с пересадкой через Турцию. В Турции мы оставались примерно на 12 часов. Нам пришлось бронировать заранее через Booking номер в каком-нибудь ближайшем отеле. Сначала я забронировал прямо в аэропорту, но забыл уточнить информацию о том, что можно ли там находиться с животными или нет, поскольку с нами летели наши домашние любимцы. И в итоге пришлось перебронировать на другой отель, который находился там, буквально в 2 километрах от аэропорта. В принципе, по цене мы даже немножко выиграли, что-то в районе 8 тысяч нам обошелся номер. Вот. По прилету в Турцию мы быстро добрались до нашего отеля. Скорее всего, за такси мы немножко переплатили, потому что были уставшими, были не очень довольны ситуацией, которая произошла в Пулково. Нас поселили в какой-то супер престижный люксовый номер, который состоял из 3 комнат, большой гостиной с телевизором, 2 отдельных ванных комнат с туалетами вместе. Единственное, не смогли найти нормальную еду, так как какой-то праздник в этот период как раз был, поэтому взяли такой достаточно скромненький обед, суп с хлебушком. В принципе, этого хватило для того, чтобы дожить до следующего дня. Stockholm Arlanda sepet yolcularının 306. Выехать с отеля нужно было до 12. Мы рассчитали все таким образом, что как раз-таки регистрация у нас начинается в час, и все так совпало удачно. И время выезда с отеля мы выехали немножко пораньше, в 11 часов, хоть ехать нужно было примерно 10 минут. Нам говорили, что трудно пройти границу в Турции, особенно если мы перевозим с собой животных, да и в принципе вылететь с Турции не так просто, как, например, с той же России. Но по факту оказалось все на самом деле наоборот, и если бы не длинная очередь, все бы закончилось все гораздо быстрее. Буквально там это заняло минут 40, наверное. Все вы, наверное, слышали о том, что очень сложно по прилету в Израиль пройти пограничный пост, паспортный контроль на въезде в страну, что долго пытаются что-то выяснить, до чего-то докопаться, найти какую-то лазеечку, чтобы только усложнить въезд в страну, наверное, так. Ну, это лично мое мнение. Вот. Но поскольку у нас были проставлены визы, мы максимально быстро прошли. Дальше нам оставалось только забрать наш багаж, с ним тоже не возникло никаких проблем. Нас встретили Катина сестра с ее мужем, с Юрой. Им же мы отдали кошек, поскольку в Бейт-Канаде нельзя с ними находиться. И по сей день они сейчас там находятся. По приезду в центр Бейт-Канады нас встретила наша мадриха Алиса. Показала все, что находится на территории. Вы заходите и подходите ближе туда, газ с той стороны, поэтому тут открыто. Базовые вещи, которые мы должны изначально знать. Вот такой вот перелет у нас получился. Эмоции были незабываемые, хоть и негативные даже в некоторых моментах. Всем спасибо за внимание, спасибо, что досмотрели наше видео до конца.
Оставайтесь с нами, увидимся в следующем видео. Всем пока!